Провал мексиканской интервенции сильно ударил по мировому престижу Наполеона III. Еще одним болезненным ударом для Франции стало образование в 1867-м Северогерманского союза вокруг Пруссии, что практически уничтожало былое французское влияние в Германии. Изначально Париж рассчитывал вернуть так называемые естественные границы по Рейну, то есть присоединить Саарский бассейн, Пфальц и часть Гессен-Дармштадта с городом Майнц. В рамках данного проекта предполагалось также аннексия молодого Бельгийского королевства и Великого герцогства Люксембург. Таким образом, Франция вернулась бы к границам 1801 года. Но после 1867 это стало невозможным. Постепенно Наполеон был вынужден отказаться и от присоединения Бельгии, цепляясь лишь за Люксембург. Бисмарк предложил французам самим составить текст соглашения о присоединении герцогства. После этого он предъявил сей документ представителям северогерманских государств как прямое доказательство агрессивных намерений Франции в отношении бывшего члена Германского союза, коим был Люксембург. Наполеон еще мог исправить ситуацию и спутать Бисмарку все карты, купил он герцогство у Нидерландов быстрее, но он слишком долго торговался о цене покупки. Да и сам король Нидерландов Вильям предпочел выйти из игры и свернуть переговоры, когда понял, насколько серьезный намечается дипломатический скандал. Прежде чем продолжить, хотел бы порекомендовать вам канал Яна Огнева. На канале разбирается неизвестная история, межвоенный период, диктатуры и режимы, про которые мало что известно. Видео подробно разбирается дипломатический аспект, что интересно, без сухих цифр. Подписывайтесь, ссылка в описании. В комментариях не забудьте указать, что вы от исторической империи. Наполеону стали окончательно ясны планы Бисмарка. Теперь он искал любой повод, чтобы отомстить Пруссии. Бисмарк этим цинично воспользовался и в 1870-м спровоцировал испанский кризис. Канцлер предложил Леопольду Гогенцоллерну занять трон страны. Он знал, что принц откажется, поскольку в Испании бушевал кризис, но ему было важнее напугать Париж, напомнить ему о временах, когда немецкая династия правила Германией и Испанией, сжимая Францию с востока и запада. Бисмарк также рассчитывал на бурную реакцию Наполеона, которая вылилась в ультиматум прусскому королю Вильгельму. Последний должен был отказаться за себя и своих наследников от всяких враждебных действий в отношении Франции. Говоря о трио Бисмарка, Роана Мольтке и короле Вильгельме, ставших отцами-основателями новой Германской империи, не стоит переоценивать их взаимопонимание. Военный министр Роан ревновал к успехам Мольтке, сделавшего генеральный штаб независимым от ведомства Роана органом, подчинявшимся напрямую королю. Вильгельм и Мольтке, следуя прусской традиции невмешательства военных в политику, не могли вникнуть в замыслы Бисмарка и не понимали его отказа в 1966-м от взятия Вены и полного разгрома Австрии. Мольтке был против того, чтобы политика диктовала военные решения, а самому канцлеру приходилось все время ограничивать аппетиты военного и политического руководства, которые могли навредить долгосрочным интересам Пруссии. Пожилой Вильгельм, всю жизнь посвятивший военной карьере и с юности ненавидевший французов, тем не менее не желал после войны с Данией и Австрией провоцировать новый конфликт. В годы объединительных войн Пруссия все время балансировала на грани провала и вмешательства великих держав, что поставило бы ее в положение международной изоляции. Вильгельм был президентом Северогерманского союза. Пруссия фактически являлась гегемоном в Германии. Либеральная оппозиция после военных успехов снизила свой градус возмущения политикой Бисмарка. Национал-либералы так и вовсе всецело поддерживали канцлера. Вильгельма все устраивало, он не желал рисковать своим положением в Германии, международным престижем и своим королевским троном. Он был готов дать Бисмарку отставку, поскольку совершенно не разделял идеи последнего о германской миссии Пруссии. 14 июля 1870-го в Эмсе французский посол граф Бенедетти передал Вильгельму требования Наполеона. Король вежливо предложил тому продолжить разговор в Берлине, поскольку собирался на следовавший в столицу поезд. Текст их беседы доставили Бисмарку, который ужинал с Мольтке и Роаном. Канцлер спросил начальника генерального штаба и военного министра, готова ли объединенная германская армия к войне. Получив утвердительный ответ, Бисмарк изменил текст депеши. В получившемся варианте Вильгельм в жесткой форме передавал послу, что более не имеет ничего сообщить ему, что означало глубокое оскорбление французского правительства. Канцлер распорядился опубликовать депешу, которая произвела эффект взорвавшейся бомбы. Возмущению французов не было предела. С одобрения Сената и Совета министров Наполеон 19 июля объявил войну Пруссии. Военный министр Лебёв заверил императора, что армия полностью готова и что он сам не признает прусскую армию как таковую, как достойного противника. С большим трудом Бисмарк сумел убедить Вильгельма,
что для долгосрочных интересов Пруссии объединение Германии под ее главенством жизненно необходимо и является исторической неизбежностью. Только Гогенцоллерны обладали должным авторитетом в стране. Только они могли предотвратить либеральную или социалистическую революции. Лишь единая Германия могла претендовать на военное и экономическое господство в Европе. Лишь титул императора позволял Вильгельму укрепить свои династические позиции по сравнению с Романовыми и Габсбургами. Наконец, единая Германия должна была стать вместе с Австро-Венгрией и Россией одним из гарантов мира в Центральной и Восточной Европе. Осуществление всех этих перспектив требовало сокрушения империи Наполеона, которая все еще могла свести на ноль весь многолетний труд Бисмарка. Франция использовала профессиональные войска с длительным сроком службы от 7 лет до 21 года, что, разумеется, повышало средний возраст солдат и офицеров. К тому же, со времен Наполеона во французской армии практиковалось заместительство, когда богатый гражданин мог откупиться от службы и поставить вместо себя под ружье менее состоятельного человека. С одной стороны, многие французские солдаты и офицеры имели большой боевой опыт, были ветеранами Крымской и Австро-Итало-французской войны, сражались в Алжире и Индокитае. Но с другой стороны, это мешало создать крупный обученный резерв на случай мобилизации. Так называемые мобили не проводили учений и не проходили военные сборы в мирное время. Именно по причине низкой дисциплины и слабой выучки мобилей Наполеон стремился не привлекать их к боевым действиям. В то же время Пруссия еще в начале 1860-х годов провела масштабную военную реформу. Ландвер, народное ополчение и войска резерва, был сокращен, а его бойцы переведены в действующую армию. Срок службы в ней не превышал 3 года. Таким образом, Вильгельм и военный министр Роа намолодили прусскую армию и расширили ее состав в мирное время практически в 2 раза. После создания Северогерманского союза государства Северной и Центральной Германии передали свои вооруженные силы под прусское командование, а с Баварией, Баденом, Вюртембергом и Гессен-Касселем были заключены военные союзы. Благодаря всем этим мерам мобилизационный резерв германской армии к 1870 году составлял более 1 миллиона солдат и офицеров. Еще в 1869 в Генеральном штабе Пруссии было создано железнодорожное управление. Железные дороги по категорическому настоянию начальника генштаба Мольтке в военное время были полностью освобождены от посторонних перевозок. Расписание поездов рассчитывалось с точностью до минуты. Точно так же детально были указаны места высадки войск и пункты питания. В отличие от французского главного штаба, со времен Наполеона выполнявшего лишь исполнительные функции, Большой генеральный штаб Пруссии усилиями генерала Хельмута фон Мольтке обрел весомое не только военное, но и политическое влияние. Он мог самостоятельно анализировать разведданные и планировать в соответствии с этим военные операции на разных фронтах. Начальник генерального штаба был независим от военного министра и подчинялся лишь королю, имел право доклада ему о боевой обстановке в любое время дня и ночи. Если французские офицеры были, как и их австрийские коллеги, зачастую безинициативными и лишь выполняли приказы своего начальства, то немецкие командиры и командующие обладали куда большей свободой действий. Высшее руководство лишь ставило конкретные задачи, которые тем надлежало исполнить. Способ их выполнения они могли выбирать сами, исходя из текущей боевой обстановки. Мольтке, по примеру Шарнхорста и Гнейзенау, практиковал систему коротких директив, в самой сжатой форме передававших суть приказа, что серьезно ускоряло процесс военного планирования. Вместе с тем, децентрализация командования нередко приводила к недопониманиям между командирами и командующими, а подобные конфликты в разгар боевых действий были особенно опасны. Наконец, в тактическом отношении немцы также превосходили французов. Если последние использовали в качестве основной боевой единицы батальон, то пруссаки сводили свои роты в колонны и атаковали ими параллельно. Каждая рота выбирала свою ось наступления и использовала укрытие на местности, что позволяло пруссакам вести огонь по противнику под косыми углами. В 1867 военный министр Франции маршал Ниель предлагал наступать в Южную Германию с целью отделить Пруссию от ее союзников. Год спустя генерал Фроссар настаивал на обороне Эльзаса-Лотарингии в Страсбуре, Меце и Эшелоне. В итоге Наполеон решил разделить войска на Эльзасскую, Рейнскую и Шалонскую армии. Если последняя выполняла роль резерва и прикрывала северный фланг французов от возможного наступления Пруссии со стороны Бельгии, то Эльзасская и Рейнская армии должны были идти на соединение с австрийцами. Постоянная смена планов в итоге повлияла на замедление развертывания и усложнение мобилизации. Последнее проходило безобразно. Не было адекватно налажено снабжение войск, а на железных дорогах, по которым должны были прибывать пополнения, постоянно возникали заторы из-за стоянки
стоявших в дорожных депо запасных частей. К началу войны французская армия насчитывала не более 300 тысяч человек, разделенных на 8 корпусов. Рейнская армия, в состав которой вошла Эльзасская армия, насчитывала 250 тысяч человек. Еще 50 тысяч находились в составе Шалонской армии. Руководство боевыми действиями предполагалось осуществлять прямиком из императорской ставки. До прибытия Наполеона главнокомандующим назначался маршал Базен. В распоряжении французов были исключительно карты Германии. Все готовились к наступлению, вероятность обороны не рассматривалась вовсе. К началу августа 1870-го французские войска имели следующее местоположение. Императорская гвардия во главе с генералом Бурбаки находилась в Нанси, первый корпус маршала Макмагона в Страсбуре, второй генерала Фроссара в Сент-Авольде, третий маршала Базена в Меце, четвертый генерала Ламиро в Диттенгофене, пятый генерала Фольи в Биче, шестой маршала Конрабера в Шалоне, ну и седьмой генерала Феликса Дуэ в Бельфоре. Наполеон полагал, что первые успехи французской армии заставят южногерманские государства разорвать союз с Пруссией и сподвигнут Австрию и Данию к открытию новых фронтов. Датчане должны были наступать с севера при поддержке французской морской пехоты, в то время как австрийцы наносили бы удар со стороны Баварии. Одновременно французский флот осуществлял бы блокаду морского побережья Северогерманского союза. Таким образом, император желал изолировать Пруссию со всех сторон и лишить ее дипломатической поддержки со стороны Британии и России. В отличие от французов, сосредоточивших свои войска на широком фронте от Сен-Прива до Бельфора, немцы сосредоточили в Пфальце ударный кулак из 3 армий. Первая армия, насчитывавшая 60 тысяч человек, наступала на Мец. Основные силы в лице 2-й и 3-й армии, 194 и 130 тысяч человек соответственно, атаковали фланги и тылы французских войск, сосредоточенных у Шалона и Меца. Если бы те начали наступление в Бадене, немцы смогли бы их атаковать во фланг и тыл, а на севере продвижение французских войск наталкивалось на превосходящего по численности в данном районе противника. Собственно, именно это и произошло, когда 2 августа Наполеон направил в Саарбрюкен 2-й корпус Фроссара. Эта атака была заранее обречена на провал, особенно с учетом того, что французы к тому времени и близко не завершили свою мобилизацию. Но любое промедление с наступательными действиями могло до предела накалить настроение французского общества, что грозило перерасти в революцию и свержение режима Бонапартов. От Наполеона требовали провести быструю и победоносную войну. Он уже не мог остановить начатую им самим авантюру, которая в условиях неготовности французской армии к боевым действиям обрекала Вторую империю на крушение. 3 августа у Виссамбура 3-я армия кронпринца Фридриха разбила французскую дивизию генерала Дуэ. Осознав, что блицкриг провален, Наполеон передал командование войсками маршалам Базену и Макмагону. Первый принял под управление Шалонскую армию, а последний возглавил Рейнскую армию. Сам император сохранил руководство над гвардией и 6-м корпусом. 6 августа французы потерпели поражение в битвах при Верте и Шпихерне. 1-я армия Штейнмитца и 3-я армия Фридриха разбили 1-й корпус Макмагона и 2-й корпус Фроссара. Проигрыш приграничных сражений заставил императора задуматься об отводе Рейнской армии к Шалону. Однако потеря Меца не позволяла Франции удержать Эльзас-Лотарингию на будущих мирных переговорах. Сдачей города Наполеон расписался бы в полном отказе от обещанного наступления на Германию и своей беспомощности, что неизбежно вызвало бы негодование французов и рост антиправительственных настроений. Было решено оборонять Мец, что приводило к угрозе окружения стоявших возле него сил Базена, поскольку 3-я армия уже продвигалась к Люневилю, имея целью взять Верден и отрезать Базен от Шалонской армии. 9 августа разъезды 1-й немецкой армии появились у Меца и левого берега Мозеля, он же Маас, а к Саарбрюкену подходили силы 2-й армии. 13 августа Базен потерпел поражение в бою у Коломбея-Нуэльи и повел свои войска на Верден по одной дороге, хотя имел в своем распоряжении 5 дорог для отхода. В битвах при Марслатуре и Вианвилле 16 августа немцы смогли задержать отход французов и блокировали Базену пути отступления к Вердену и Парижу. Маршал не использовал временное превосходство в силах. 150-тысячным войскам французов противостояло лишь 80 тысяч немцев и не предпринял энергичных мер для прорыва из приближавшегося окружения. Последнюю возможность эвакуироваться из Меца по дороге возле границы с Бельгией французы упустили 18 августа, когда проиграли битву при Сен-Прива и Гравелоте. В этот момент немцы сконцентрировали силы 1-й и 2-й армии у Марслатура, а для защиты южного фланга от контрударов противника со стороны Туля выделили особый корпус. 19 числа сюда же подошли силы 3-й армии. В то же время немцы образовали из сил 1-й и 2-й армии особую армию, на которую возлагалась задача блокировать
форсирования Меца. Как отмечает Мольтке, изначально осада города не предполагалась. За ним планировали вести ограниченное наблюдение силами резервной дивизии, а остальными войсками наступать на Париж. Но отказ Базена от движения на блокированный противником Верден и сосредоточение им своих войск у Меца заставили немецкое командование изменить планы. Во фланг и тыл французов наступали 3-я и новообразованная 4-я Маасская армия под командованием кронпринца Саксонии Альбрехта. Они насчитывали 230 тысяч солдат и офицеров, в то время как Шалонская армия имела не более 140 тысяч человек. Осознав наконец, что немцы полностью осадили город и готовятся разгромить изолированные войска Базена, тот принял решение прорываться из окружения навстречу Шалонской армии. Общественное мнение требовало от Наполеона идти на выручку Базену. Ранее считалось, что тот сковывает на себе значительные силы противника, которые могут быть задействованы для наступления на Париж. Но теперь всем стали очевидны масштаб надвигающейся катастрофы и необходимость составления Меца ради сохранения армии. С 23 августа Макмагон двинулся в обход блокированного немцами Вердена через Маас и Седан на выручку Базену. Это решение оказалось роковым. Через неделю немцы перебросили к Седану 3-ю и 4-ю армии, дабы не дать соединиться войскам противника. Вместо того, чтобы отойти к Мезьеру, Макмагон фактически заперся в ловушке. Прусаки заняли переправы через Маас и господствующие высоты, а отступать французам было некуда, сзади простиралась бельгийская граница. Ввод войск в Бельгию спровоцировал бы вступление в войну Британии на стороне немцев, поскольку Бельгия служила гарантом от захвата Франции или Германии побережья Северного моря. 1 сентября 1870-го французы потерпели сокрушительное поражение в битве при Седане. Шалонская армия, по сути, перестала существовать. Наполеон попал в плен. Тот попросил проводить его на немецкую территорию через Бельгию, чтобы французские солдаты не видели своего императора плененным. На родину он больше не вернется. В 1873-м он умрет в Британии. Внешнеполитические последствия для Франции были крайне тяжелыми. Италия на фоне вывода французских войск из Рима присоединила Вечный город и тем самым завершила процесс ресоржимента. Россия, заручившись поддержкой Пруссии, денонсировала положение Парижского мира 1856 года, которые запрещали ей иметь флот и укрепления на Черном море. Русский царь Александр II благожелательно относился к своему близкому родственнику, королю Вильгельму, и приветствовал национальное объединение Германии, которое должно было ослабить позиции Франции в Европе. К тому же он надеялся, что союз консервативных держав России, Австро-Венгрии и Германии укрепит мир в Центральной и Восточной Европе, а также предотвратит рост революционных настроений. Вот почему Мольтке, Штейнмец, Монтефель и другие немецкие военачальники получили высшие военные российские награды и фельдмаршальские звания русской императорской армии, а также удостоились шефством над рядом гвардейских полков. После Седанской битвы немцы прогнали пленных французов на виду осажденного гарнизона Меца, стремясь сломить его боевой дух. На следующий день, когда новости о Седанской катастрофе достигли Парижа, в столице началась революция. Режим Бонапартов низважили, была провозглашена Третья Республика. Высвободив после триумфа при Седане войска 3-й и 4-й армии, немцы направили их к Парижу и 17 по 19 сентября завершили окружение города. Правительство национальной обороны решило сражаться до конца. Министр внутренних дел Леон Гамбетто, получивший диктаторские полномочия, отправился из Парижа на воздушном шаре на север, где принялся формировать новую армию. Аналогично были созданы Луарская и Вагесская армии, нависавшие на флангах и тылах германских войск. Линии снабжения немцев были растянуты, а французы принялись вести партизанскую войну. В ответ германские генералы распорядились принимать самые строгие меры в борьбе с партизанами, так называемыми вольными стрелками и теми населенными пунктами, которые оказывали им хоть какую-то помощь. Военные преступления немцев вызывали возмущение европейской общественности, а Британия и Россия всерьез выражали обеспокоенность затягиванием боевых действий. Если Мольтке стремился к полной оккупации Франции, считая дипломатические меры неэффективными, то Бисмарк желал как можно скорее закончить войну, которая уже наносила серьезный имиджевый ущерб самой Пруссии. На переговорах о мире он настаивал лишь на присоединении к Германии Эльзаса и Лотарингии, отвергнув остальные требования немецких националистов. Чтобы заставить французов пойти на уступки, Бисмарк блефовал, заявляя о признании Наполеона как законного правителя Франции и нелегитимности республики Гамбетте. Теоретически французы вполне могли продолжать сопротивление. Они контролировали 2/3 страны и сформировали 3 крупные группировки, суммарно насчитывавшие около 700 тысяч человек. В самом Париже также имелись существенные силы, которые занимали укрепления на границах города и усложняли для
немцев задачу его штурма. Тем более, что те пока не имели в своем распоряжении тяжелую артиллерию для обстрела столицы. Бисмарк настаивал на бомбардировках Парижа, но Мольтке, кронпринц Фридрих и генерал Блюменталь отказывались от этого по морально-этическим соображениям. Вместе с тем, французы не смогли использовать имевшееся время для полноценного обучения новых формирований. Генерал Трощу, руководивший обороной Парижа, и остальные военачальники считали оборону бесперспективной в условиях потери большей части офицерских кадров в первых битвах войны, особенно при Седане. В результате французы, имея двойное, а то и тройное численное превосходство над противником, несмотря на ожесточенное сопротивление, не могли прорвать линию фронта и снять блокаду с Парижа. 9 ноября 70 тысяч французов разбили 20-тысячные баварские войска у Кольмье и освободили Орлеан, но не смогли использовать свой успех и прорваться к столице из-за нерешительности командиров и слабой подготовки войск. 27 ноября французы проиграли битву за Амьен, а 5 декабря утратили Руан. На востоке 20-й корпус французов оборонял проход через Вагезе. Немцы осаждали Страсбур, Бельфор и прочие французские крепости в Эльзас-Лотарингии. В середине декабря их обсервационный корпус вытеснил отряды Гарибальди из Дижона и сдержал контратаки французов у Нюи. Месяц спустя германские войска контролировали треть страны. 1 февраля капитулировала армия генерала Кленшана, оказавшись прижатой к швейцарской границе. Бельфор и Метz сопротивлялись до 28 числа, когда в Версале представители Германской империи и Третьей Республики подписали перемирие. 18 января 1871 в Версальском дворце Вильгельм I был провозглашен германским императором в присутствии Бисмарка, кронпринца Фридриха и правителей большинства немецких государств, за исключением короля Баварии Людвига. Французы восприняли этот акт как унижение, но сделать ничего не могли. 5 дней спустя республиканцы начали переговоры о мире с немцами, поскольку в Париже готовилось восстание коммунистов. 1 марта германские войска торжественно вошли во французскую столицу, а 10 мая был подписан Франкфуртский договор. Франция выплачивала Германской империи 5 миллиардов марок. До полной выплаты долга немецкие войска продолжали оккупировать занятые ими территории. Также французы передавали Германии Эльзас и Лотарингию, развитый индустриальный регион, имевший также важное оборонительное значение. Помимо возвращения земель, исконно принадлежавших Германскому королевству и Священной Римской империи, немцы планировали отодвинуть фронт будущей войны с Францией максимально на запад и, обороняя укрепление Эльзас-Лотарингии, не допустить противника к промышленным предприятиям на Рейне, а также залежам угля в Руре и Сааре. Да, немцы понимали, что война с Францией неизбежна и является лишь вопросом времени. Сам Мольтке говорил: через 50 лет нам придется отстаивать завоевание 1871 года. Он ошибся всего на 7 лет.